Ну что, друзья, очередной блиц для наших игроков, для того, чтобы и фанаты узнали их поближе, и все, кто смотрит это видео. Любимый мультсериал из детства. Если прям вообще детство брать, то это был Телепузики. Но это я не знаю, можно ли отвечать. Ну а потом, когда уже чуть-чуть больше подрос и так далее, то очень нравился мультик «Чародейки». Он вообще девчачий был немного. Это типа как Винкс. Это был как Винкс, но это Вич или что-то такое на английском. Вот, это типа это прям про девочек-магов, там каждая своя. Ну это как Винкс, короче, только чуть-чуть старее, по-моему, было. О, это оригинальный ответ. Спасибо за честность. Я думаю, такого нет. Я не очень сильно помню какие-то вот такие. Я мультики перестал смотреть, я думаю, лет уже в 7. Меня никогда не забавили такие мультики. Черный плащ. Ну окей, принимается. Я не смотрела «Черный плащ», кстати. Не знаю, что это за мультик. Черный плащ. Наверное, мне, ну, «Погоди» больше всего нравился. О. Может быть, Чип и Дейл давно вышли? Ну да, это старый мультик. Ну, Чип и Дейл тоже нравится. Хорошо, как ты отпраздновал свой последний день рождения? Никак, спал. У нас был эпицентр, четвертьфинал на следующий день с ЕГЭ, то есть отмечать как-то не хотелось, потому что был фокусный турнир. Никак. Вспомнил. Мы, по-моему, в мой день рождения играли игру с Астралис на ESL Pro League, мы ее выиграли. Но я никак не праздновал, потому что был уже карантин, и я сидел просто дома, и все. Я был на каком-то из турниров, по-моему. Это был где-то в Казахстане, по-моему, там был ВЭСК. И, мы просто с командой пошли. Посидели где-то. Да, это было не так давно. Я сходил с семьей в ресторан и все. Как хотел бы провести свой следующий отпуск? Я бы разделил его на 2 части. Это повидаться с семьей, потому что скучился. И второе, это куда-нибудь в теплые места улететь. Море, все дела. Я бы хотел, я ни разу, честно, в отпуске не летал ни на моря, вообще, был на море, конечно, там очень давно, плюс у нас турнир в Турции был, но, не знаю, на полноценном отдыхе ни разу не был и планировал вот этим летом, которое прошло, полететь куда-то, но так как корона, ничего не получилось, так что вот, если брать отпуск, то хотелось бы слетать куда-то на море, в теплую какую-нибудь страну, не знаю. Наверное, хотел бы на море отдохнуть. На Мальдивы, я думаю, слетаю, когда все более-менее успокоится. Сериал или фильм, на который ты никому не посоветуешь тратить свое время? Вот что ты такое из последнего, или, может быть, не из последнего, прям разочаровал? Я помню, был какой-то русский фильм, ремейк на что-то типа «Мстителей». Там был какой-то медведь или такое. Это был русский фильм. Я не помню, какого года, но это такой трэш. Я смотрела только обзор Бэдкомедиана, поэтому... Я, по-моему, тоже смотрел Бэдкомедиана, и, для меня оттуда даже смешно было, что такое вообще есть. Бивень, фильм «Бивень», я никому не советую. Есть такой фильм, мне про него рассказал Кирилл, и называется он, по-моему, «Бивень». О боже, я знаю, что это. Я его не советую, потому что я посмотрел там на отрезки и реально не советую этот фильм. Я стараюсь просто не смотреть много сериалов или фильмов, а если смотрю, то выборочные. Стараюсь не смотреть те, которые потом говорить, что они плохие. Как справляешься с бессонницей? Есть ли она у тебя? Иногда бывает, да, что не можешь уснуть. Просто пытаюсь заснуть, а потом на следующий день немножко офигеваю от этого и все. Но потом все нормализовывается. То есть у меня нет такого, что, допустим, я не могу заснуть там 3-4 дня. У меня такое бывает, там, день такой в месяц бывает, не знаю. Просто если есть режим хороший, то и у меня не бывает. То есть если я в одно время ложусь, в одно время встаю, то бессонницы не будет. Я сразу засыпаю. Она у меня бывает очень редко. И... никак. Просто жду, пока организм сам уснет. Именно бессонницы у меня, наверное, как таковой нет. Даже если какие-то периоды было тяжело заснуть, да, там, я не знаю, от нервов или еще чего, то просто вот слушать условно музыку перед сном за 10 минут, делать какую-то медитацию, и вам реально станет легче засыпать, улучшится качество сна. Последний трек, который ты добавил к себе в плейлист? Это трек Isolation,
по-моему, очень прикольно мне понравился. Зай Даймонд, по-моему, Заш Даймонд, что-то такое. Короче, Илюха Перфекта включал его как-то на нашей командной настройке с психологом. Мне очень понравился. Вот это я трек добавил. The Weeknd, King of the Fall. Wild, Medusa, ремикс, там, John Legend, как-то так. Это Тима Белорусских «Окей». Как выглядит идеальная старость для тебя? Я думаю, она такая беззаботная, и не хотелось бы какие-то, чтобы проблемы были, не знаю, кредиты. Сытая. Просто какой-то домик приятный, где ты сможешь проводить время, не знаю, где у тебя там твои дети уже, возможно, внуки там, то есть у тебя полноценная семья, и ты живешь в достатке, наверное, как-то так. В окружении близких. Не знаю, где, возможно, это даже где-то на родине. Может быть, на Мальдивах. Где-то в теплых Ну, это местах. рядом, да? Там на берегу, да, неважно, Америки, не там Европы, где угодно, где-то на берегу, короче, воды. Мгм. Где-нибудь в спокойном месте, не в мегаполисе. Ну, то есть в каком-нибудь, может, небольшом городке, где-нибудь в горах. Думаю, было бы вообще круто. Вот хотелось бы, чтобы к старости чувствовалось, что ты что-то стоишь в жизни и чего-то добился. А где ты хотел бы ее провести? Ну, я не знаю, я бы не покидал, наверное, свой родной город. В Москве где-нибудь, может быть, какой-нибудь домик уже, даже не квартиру. Хотя я очень социальный человек и не люблю там какие-то дачи там за кучу километров от города. Мгм. Возможно, где-нибудь такой домик на окраине Москвы, как бы, чтобы было недалеко. Какой-нибудь, типа, как коттедж. Вот, Мгм. и все, чтобы была там своя земля и так далее. Можно было Слушай, там... звучит круто, желаю тебе такой старости. Дальше. Самая любимая вещь в гардеробе. Это тяжелый ответ, так как я не очень такой лакшери-бой, который любит там брендовые шмотки. Но у меня была неплохая полуфутболка Картигяне, по-моему, от вот итальянской фирмы Картигяне. Мгм. Она такая синенькая там с цветочками. Не знаю, может быть, это 1030 рублей стоит. Вот. Я Хорошо. ее редко одеваю. Но вот, наверное, Бережешь? это одна из любимых. Ну, такая, не знаю, она пафосная какая-то чуть-чуть, что ли. Я думаю, это костюм спортивный. Но из последнего, что я больше всего ношу за последние там месяца два, это, наверное, вот футболка, в которой я сейчас. И не знаю, другие футбол-канале? футболки, да. Так много матчей, так много всего, что, мне кажется, самая любимая уже футболка стала. Так, ну я заказал худи себе. Она еще не приехала, но думаю, она очень крутая. Это худи от Витмо. Vitamins. Мгм. Она очень крутая, думаю. Вот, наверное, она. А ты любишь вот такие, ну, вещички дорогие, там, стильные, модные, молодежные? Увлекаешься? Но мне, типа, не хочется ходить постоянно, ну, то есть, чтобы все было там прям жестко, типа, кроссы Гуччи и остальное. Но есть вещи, которые прям очень нравятся, и несмотря на цену, я могу их Мгм. купить. Поэтому... Ну и бренды, да, мне некоторые нравятся. Вот как раз Vitamins, Palm Angels, может быть. У меня есть пару вещей. О, в них вот это худи, как у Егора с Мишкой. Я сама на нее смотрю. Мне очень нравится, да. Она крутая. Хорошо, следующий вопрос, и он же финальный. Сцена из фильма или сериала, которая тебя особенно впечатлила. Прям она не больше всего запомнилась, но просто это из того, что я вот недавно смотрел, сериал Last Dance про Майкла Джордана. Мне очень понравились вставки, когда их командные показывали, плюс то вообще как, ну, какой там менталитет у людей, как там все происходило, вот именно, не знаю, Внутри команды? именно внутри команды, да, мне очень понравились эти нарезки. Не знаю, я вообще, знаешь, когда смотрю фильмы, у меня не бывает такого, что какие-то определенные моменты вот из фильмов кусочки остаются в голове. У меня есть глобальное впечатление от фильма, скажем так. Но это вот не из недавнего я пересматривал «Игру разума» М. 2002 года. Прикольный фильм, и очень много моментов, которые, ну, стоит на ними подумать в жизни. Ну, вообще, наверное, это берется, когда ты какие-то эмоции испытываешь, наверное. Для меня вот всегда был момент, который, я не знаю, пересматривал Гарри Поттер, эту часть. Я уже, честно, не помню, какую, но когда, короче, убили
Сириуса Блэка, это типа дядя Гарри Поттера. Орден Феникса. Да, Орден Феникса. Вот когда его убивали, я, наверное, на этом моменте плакал за свою жизнь там раз 5-6. Вот, он такой Блин, я тебя слоумо, он понимаю, бежит да. за ней, потом, типа, роняет. Я не знаю, вот этот момент мне всегда нравился в фильме, он так отлично показывает, как бы любовь родственников такую, когда умирает там близкий человек. Ну и, в принципе, вот, не знаю, для меня вот этот момент был каким-то таким эмоциональным всегда, когда я пересматривал Гарри Поттера.